Хочешь знать, где хранится память человека? Куда деваются наши мысли? Смотри это видео до конца, и ты узнаешь много интересных фактов. Также подписывайся и нажимай колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Перед тем, как мы ответим на главные вопросы, где хранится память человека, давайте попробуем хотя бы примерно посчитать, какой объем данных обрабатывается нашим телом за 1 секунду времени. Человек получает информацию из всех органов чувств, но основным источником информации служит зрение. На него приходится примерно 80% всей поступающей информации из окружающего мира. Давайте посчитаем, сколько данных проходит через наш глаз к мозгу. Что нам известно на данном этапе? Разрешение глаза 576 мегапикселей, частота кадров 50 Гц, количество цветов 3800. Для кодирования 1 пикселя требуется 12 бит. Умножим 12 бит на 576 мегапикселей. Получим цифру 6,9 миллиардов требуется для кодирования 1 кадра. Чтобы получить итоговое число, достаточно умножить полученное ранее число на 50 Гц. Итак, каждую секунду человек получает более 40 терабайт информации через зрение. Учитывая тот факт, что через зрение человек получает около 80% информации, а остальные 20% распределены между осязанием, обонянием, слухом, болевыми и температурными рецепторами, то для получения окончательного результата нам необходимо решить простейшую пропорцию. Таким образом, получается, что в секунду человек получает 53 терабайта, что является колоссальным количеством информации. За сутки человек получает 1272 терабайта информации. Для наглядности сравним, как будет выглядеть хранилище из жестких дисков на 1200 терабайт, и это только за один день. Теперь мы знаем, сколько информации поступает в мозг человека. Давайте заглянем внутрь головного мозга в поисках того самого хранилища информации. Мы не будем вдаваться в подробности строения различных отделов головного мозга, рассмотрим важные с точки зрения нашего вопроса данные. Головной мозг человека – это орган центральной нервной системы, состоящий из множества взаимосвязанных между собой нервных клеток и отростков. По разным оценкам, головной мозг взрослого человека содержит в среднем до 80 миллиардов нейронных клеток. Для нас важным является всего несколько интересных фактов, а именно нейрогенез. Простыми словами, это структурная перестройка нейронных сетей, образование новых нейронных сетей. То есть нейронная сеть постоянно обновляется в режиме реального времени. Тот мозг, что у вас был неделю назад, уже совсем не похож на тот мозг, который есть сегодня. Из этого можно сделать несколько интересных важных выводов. Первое. Поскольку мы помним прошлые события, а нейроны, которые были раньше, уже не существуют, тогда наш мозг не хранит информацию. Второй логичный вывод. Нейронная сеть записывает и считывает информацию с некой базы данных, облачного хранилища. Если этот вывод верный, должен существовать тот механизм, которым осуществляется обмен данными с некой базой данных и самим мозгом человека. И такой механизм есть. Он спрятан внутри нейрона головного мозга. Это электрический разряд. Любой электрический разряд – это процесс протекания электрического тока. Он характеризуется силой тока и частотой. Нас интересует именно частота электрических разрядов. Не будем вдаваться в подробности и искать конкретную частоту внутри нейронов, зафиксируем только тот факт, что такая частота есть. Как это поможет нам понять принцип считывания и записи информации? В этом нам помогут школьные знания по физике. Думаю, вы слышали о резонансе камертонов. В этом и есть суть устройства. Нейроны настраиваются на определенную частоту и по каналам связи получают всю необходимую информацию, а также передают ее в хранилище. Известно много случаев, когда у человека отсутствовала часть мозга,
но он по-прежнему имел всю память. Это также подтверждает наши выводы, и даже половина мозга может получить доступ ко всей памяти. Провалы в памяти – это обрывы связи с базой данных информации. Подведем промежуточные итоги. Мы утвердились, что есть огромный объем данных и есть механизм для получения и передачи информации. Остался главный вопрос: где это хранилище информации находится? Где хранится наша память? Еще 200 лет назад, если бы вам сказали, что будут такие устройства, как мобильный телефон, радио, ТВ-связь, которые будут из одной точки передавать информацию в другую, думаю, вы бы не поверили этому. И тем не менее, мы сейчас не удивляемся, когда мобильные устройства по каким-то каналам связи получают данные. Думаю, вы уже догадались, что я имею в виду. Сама планета и есть тем самым хранилищем информации всей нашей памяти, а мозг человека настроен в резонанс с выделенной конкретно ему, этому человеку, ячейкой, образно говоря, черным ящиком, в который записывается вся информация о том, что человек видит, слышит, думает и делает. Хорошо, если планета хранит данные о нас, то где именно они находятся? Мы все ближе подходим к ответу на главный вопрос этого видео, и в этом нам поможет изучение строения верхних слоев Земли. Как мы выяснили, нейроны имеют в основе своей работы электрические разряды, значит, они создают электромагнитные волны, и эти волны находятся в пределах магнитного поля планеты. А это примерно 70 тысяч километров, примерно 10 радиусов Земли. Именно в этом объеме и находится наш черный ящик со всеми нашими мыслями и знаниями. Если вы хотите знать больше информации о том, как работает информационное поле планеты, какие есть уровни и как можно изучать информацию из библиотеки планеты напрямую с помощью своего разума, прямо сейчас оставляйте заявку на онлайн-обучение по ссылке в описании к этому видео. Пишите в комментариях свои размышления по данной теме, будем обсуждать. Ставьте лайк этому видео, также подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Благодарю за просмотр, до скорой встречи.